Мы пришли в дворец Топкапы. Вот вход, главные ворота основные, куда заходишь, и дальше уже сам дворец. Тут по кругу идет такая крепость. В общем, заходим. Дворец Топкапы – это резиденция османских султанов в Стамбуле, где они жили и правили более 400 лет. Сейчас это музей, в котором хранятся сокровища Османской империи и личные вещи султанов и их семьи. Вход во дворец Топкапы стоит 2400 лир на одного человека. Сюда входит и гарем, и музей, в общем, полностью полный билет. Мы купили 2 билета, это примерно один билет 50 евро. На нас двоих обошлось 100 евро. Аудиогид бесплатно, но нужно оставить в залог либо права, либо какой-то документ. Мы будем оставлять польское вид на жительство. 2 билета. Для иностранцев 2400 лир, это 50 евро, а для турков 400 лир стоит входной билет. Разница, да? В 5 раз. В общем, взяли мы бесплатный аудиогид. Не наушники выдают, а вот такие телефоны. И просто к уху подставляешь и слушаешь. Но благо у меня в сумочке есть наушники. Надеюсь, получится подключить и слушать через наушники, потому что держать телефон у уха не совсем удобно. Мы еще не зашли в сам дворец, но как бы мы находимся перед входом. Здесь у нас слева гарем идет. В стороне, где гарем, там вот эта вот башня справедливости называется. То есть это та башня, где все султанши поднимались и смотрели, например, на возведение на трон султана или даже на казнь каких-то господ. Здесь идет вход в, как я понимаю, там идет правление именно султана. Это вход только для него. А с правой стороны идут кухни, в общем, приготовление еды и так далее. Здесь, наверное, показано, какая раньше здесь была дорога в те времена Османской империи. Это сейчас красиво все, заасфальтированные такие дорожки, а раньше вот это все было таким вот образом. Ну да, на каблуках здесь не пройдешься. В общем, мне, если честно, не верится до сих пор, что я здесь. Я мечтала просто. Я сериал «Великолепный век» смотрела раза 3. Еще давно первый раз, потом настолько интересно, что я через пару лет еще раз посмотрела. И вот буквально недавно я тоже его пересмотрела. Сейчас, кстати, смотрю «Великолепный век», как бы вторую часть «Империя Кесем». И прям мне так нравится здесь. Одним из самых значимых мест дворца Топкапы являются так называемые ворота счастья. Через эти ворота султаны выходили к своим подданным в каких-то торжественных случаях или государственных церемониях. Например, праздники, раздача наград, назначение великих визирей, объявление каких-либо решений и даже казнь высокопоставленных чиновников. Пройдя эти ворота, мы сразу попадаем в комнату приема иностранных послов и различных собраний. Султан никогда лично не встречался с послами, только через личных визирей. Выходим, когда из комнаты, где проводились собрания. Здесь двор, и в этом дворе новобранцы показывали свои умения, обучались, здесь были их комнаты. Такой небольшой дворик. Во дворе сразу можно встретить роскошную библиотеку Ахмеда III, которая построена в 1719 году. В ней хранятся редкие рукописи, книги, карты, интерьер украшен изразцами и мрамором. Библиотека Ахмеда III могла использоваться султаном, его семьей и учеными, жившими и работавшими во дворце.
Так как дворец уже давно стал музеем, то в нем хранятся и много духовных вещей. Например, отпечаток стопы пророка Мухаммеда или священный плащ пророка Мухаммеда. Этот плащ находится в ларце, и открывать его мог только султан. Золотые монеты, драгоценные камни, рубины, изумруды, украшения – все это сейчас находится в императорской сокровищнице во дворце Топкапы. Из императорской сокровищницы можно выйти на шикарный балкон. Он был сделан для вентиляции, освещения и наблюдения за двором, но не для прогулок. Сейчас покажу трон Османской империи, полностью сделанный из золота. Та-да! Трон не был полностью сделан из золота, а лишь украшен золотыми пластинами. А вот головные уборы для тюрбанов султанов были сделаны из настоящего золота и драгоценных камней. Также можно встретить одежду султанов, в том числе парадный кафтан Сулеймана Великолепного. Первое, что бросилось в глаза, что все очень большого размера. В те времена специально шили одежду такого размера, чтобы придать султанам еще больше величия. Ну что, мы сейчас будем заходить в гарем. Здесь такие на входе большие золотые ворота. Золотые ворота, которые находятся недалеко от входа в гарем, ведут в зал, где проводились собрания диванов. Там решались государственные дела, собирались визири, а также принимались иностранные послы. Так, мы зашли в гарем. Так, гарем все-таки находится вход не возле золотых больших ворот, а не в них. К сожалению, многие комнаты в гареме в этот раз были закрыты на реставрацию. Посмотреть их не удалось, но все равно почувствовать вот этот исторический дух получилось. Туалеты. И они вот так вот в ряд, эти туалеты были по коридору. А это что? Тоже туалет, только здесь уже были с дверями. Знаешь, что это за столы, Влад? Это еду им приносили, сюда ставили, и они забирали, кушали еду. Это здесь они мылись, да? Туалеты такие были. Мылись тут. А это внутренний дворик покоев наложниц. Слева вход в комнаты наложниц, а в глубине двора проход к покоям Валиде Султан. Но, к сожалению, сейчас проход закрыт на реставрацию. А это баня, или, так сказать, нашим языком ванная султаната. Ну, такая ванная, там прям плавать можно, глубокая. Золотая решетка.
Чтоб никто тебя не убил, пока ты душ принимаешь. А это торжественный зал, где обычно собиралась вся семья султана, чтобы спраздновать какие-то праздники, провести время вместе. А это дворик, где гуляли наложницы. Ну, такая площадка. И такая терраса, балкон. Выходит. Тут, наверное, все красивенько было бы и зеленое. Это комнаты, окна комнат наложниц, которые как бы готовили именно для султана в жены. То есть имели какие-то привилегии. У них окна выходили на улицу, а у обычных наложниц окна выходили вовнутрь. А сейчас мы пройдем по Золотому пути. Это тот путь, как из сериала, когда наложницы идут к султану. Вот. Какой красивый. Золотой путь соединял покои Валиде Султан, матери султана, комнаты наложниц и личные покои султана. Это было самое охраняемое место во всем дворце. По нему султан шел, когда направлялся к Валиде Султан или в гарем. Что здесь? Это кухня. Здесь кушать готовили. Лестница, где совершались всякие секретные и тайные дела. Класс. Продолжение. Benim yavrum, büyür oğlan, nenni nenni, ey kuzum nenni. Ну и заглянем на секунду в правую часть дворца – кухни. Миски так миски. Кастрюли так кастрюли, чтобы готовить. Вот, Влад, просто покажи. Вот ты и кастрюля просто размер, чтобы понимать. Капец. Это какой-то бассейн, я бы даже сказала. Это Адриана. Любит у нас покушать, да. Такие, конечно, большие. Интересно, на сколько это литров? Не написано. В общем, тут готовят, а уже потом еду разносят в гарем и в разные другие места. Ну что, вроде бы мы все прошли, да? Не все, еще очень много пойдем. Я тебе покажу. Еще там идти На ходить. самом деле мы все уже прошли. У меня жутко болят ноги, жутко болит спина уже, и я очень проголодалась. Сколько по времени мы тут ходим с тобой уже? Сейчас 4 часа. Часа 2 где-то точно. Больше. может. Что? 3. Я думаю, может, наверное, все 4. Ну, в Ну, общем, 3 не точно. меньше 3 часов, а то и больше мы здесь ходим. Скажу, что вот Я от проголодалась. От покупки, а нету время, да? Нет. В общем, именно сейчас чек, почти 4 часа, мы еще не обедали, сейчас пойдем что-то кушать, потому что уже голодные. Ну что, мы уже все посмотрели, вышли, стоим на фоне главного входа. Влад, твои впечатления? Самый лучший вообще день в моей жизни. Я просто польщен. Я даже думал еще раз сходить, но не пойду, оставлю на следующий раз. Это лучшее место, которое стоит посетить со своей женщиной.
которая любит смотреть турецкие сериалы, да? Не, вообще, если честно, Жене очень понравилось. Да прикольно. Ну, прикольно пройти, посмотреть. Я не фанат просто всего этого турецкого. И спокойно, как везде, ну, сходил. Интересно. Очень много нового, много интересного. И такая квадратура всего, конечно, впечатляет. Прикольно, интересно, здорово. Да. Я считаю, что вот один раз заплатил 50 евро, прошелся, все посмотрел. Но второй раз сюда нет смысла идти, потому что ты уже как бы все видел, ничего нового ты там не увидишь. Очень жалко, что часть гарема была закрыта, именно где комнаты. Там то ли реставрация идет, то ли что. Но и так очень хорошо, да, интересно было посмотреть. Ваду было интересно посмотреть оружие всякие, а мне было интересно посмотреть больше всего гарем. Так что моя мечта сбылась. Идем дальше. Всем пока-пока.